Всем привет! В этом видео хочу обсудить онлайн-образование и те проблемы, которые в нем наблюдаются в современном таком мире, то есть то, что у нас есть на данный момент, потому что я заметила, что то, что является проблемой, ошибкой, недочетом современных каких-то курсов, платформ и так далее, воспринимается как должное. То есть это большинству покупателей, учеников не считается чем-то таким плохим, каким-то недочетом. В общем, все эти вещи считаются как само собой разумеющееся, что не должно быть нормой, потому что онлайн-образование строится по своим правилам. Там есть правила конкретные, четкие, оно должно приносить пользу. Это не должно быть просто каким-то набором лекций, которые вам пихают по большой цене и говорят о том, что это образование. То есть я хочу обсудить именно те курсы, те платформы, которые позиционируют себя как образование, то есть что-то такое большое, системное, конкретное, или которые предлагают вам сменить профессию, то есть еще что-то более сложное, то есть довести вас от нуля до мастера за какой-то период времени. И все эти проблемы будут относиться к большим компаниям, которые вы все знаете, но которые я не буду называть, потому что, как оказалось, большие дяди совершенно не терпят никакой критики и тут же подают в суд. Есть уже достаточно много прецедентов, я не хочу быть следующей. Но вы их все знаете, у них очень агрессивный маркетинг, у них много рекламы, вы, в общем, поймете, о ком я говорю. И еще одно маленькое замечание. Все вот эти проблемы будут именно относительно организации, того, как передается информация, а не относительно самой информации, потому что я не могу отвечать за всю информацию, которая дается в всех направлениях, всех профессий, поэтому просто держите это в голове. Итак, первое относительно сроков. Зачастую нам говорят о том, что вы можете за очень короткое время одолеть целую профессию, освоить, точнее, целую профессию или какое-то направление, или какой-то факультет. Есть несколько школ, которые говорят о том, что вы там можете 2 года, там 3 года учиться. Это тоже как бы много. Так как есть определенные учебные планы, есть определенное количество часов, которые вы должны проработать, и это должно быть не больше и не меньше. То есть, когда нам говорят о том, что какую-либо профессию можно освоить за один день, там, за 3 дня, за неделю, вы понимаете, что невозможно это так сделать, потому что для того, чтобы особенно освоить что-то новое, вам нужно в это войти, вам нужно узнать базу, вам нужно попрактиковаться, вам нужно отработать базовые навыки, а потом только наслаивать какие-то более сложно сочиненные какие-то навыки, знания и так далее, которые включают, скорее всего, какая-то определенная профессия. И это не день, и не 2, и не 3. Следующая проблема – это в целом материалы курса. Здесь очень большой блок. Начнем с того, что зачастую это лекции, которые вам дают. То есть у вас какие-то видосики и коротенькие какие-то к ним описания, либо конспектики они дают. Это очень частая такая распространенная практика. В чем проблема? Во-первых, предзаписанные лекции, которые вам дают, это очень пассивное восприятие информации. То есть вы просто сидите и смотрите. То есть для того, чтобы получить оттуда информацию, вам нужно очень сильно постараться. Да, в целом записанные лекции удобно, потому что вы можете поставить на паузу, вы можете как бы что-то записать, разобрать и так далее, но записанные лекции хороши, когда вы вживую прослушали лекцию, вы задали вопросы, вы покоммуницировали с преподавателем, вы как-то поварились в этой информации. Если еще преподаватель достаточно грамотный, и он постоянно еще дает что-то в зал, какие-то вопросы, какие-то, ну, в общем, поддерживает интерактив. А вот после этого, если вы смотрите в записи лекции, да, там есть смысл, потому что вы уже в курсе, вы понимаете, о чем идет речь, вы действительно прям разбираете по косточкам эту лекцию. Вот в этом случае записанная лекция прекрасна. Если у вас есть только записанная лекция, вот просто глухая такая, а если она еще и длинная, это вообще катастрофа. Вам придется потратить очень много сил, внимания, терпения для того, чтобы вытащить оттуда информацию. И плюс не всегда приглашают хороших педагогов, потому что в онлайн-образовании часто какие-то модные профессии, что-то такое вот крутое, занимательное, приглашают людей, которые знают что-то по этой теме, но не являются профессиональными преподавателями, что накладывает свой отпечаток на их речь, на то, как они строят вообще информацию, и это еще больше усложняет, в принципе, процесс получения информации. Следующий вариант, который возможен, и он немножечко лучше, это вебинары, когда вы заходите на платформу и в онлайне
вам дают какую-то информацию. Но здесь, опять-таки, тоже начинаются проблемы, потому что зачастую этих вебинаров, во-первых, много, и преподаватели, которые там что-то рассказывают, они немножко подуставшие, потому что они изо дня в день повторяют одну и ту же информацию. Задора у них не всегда хватает на это дело. Следующая проблема – это чат, который у нас там есть, потому что много учеников, и, конечно же, вы можете как бы коммуницировать с преподавателем только через чат. Не все они читают, не на все вопросы отвечают. То есть, опять-таки, у вас такое достаточно пассивное прослушивание лекции в онлайн-режиме, да, вы там находитесь один на один с преподавателем, но все равно как бы просто вот так вот спросить «я это не понял», вы не можете. То есть вам не повторят этот материал, там, возможно, в конце в вопросах что-то там повторится, но зачастую просто преподаватель чешет по тому скрипту, который у него есть, и там немножечко отвечает на вопросы. В идеале, как это должно быть, преподаватель, во-первых, должен рассказывать достаточно бодренько лекцию, плюс он должен постоянно интерактивничать с своими студентами, то есть все-таки хорошо, если студент воочию он видит, то есть все-таки включена камера, то есть вы сидите и вот это ощущение, что вас тоже видят, это заставляет вас более активно принимать участие. Плюс те преподаватели грамотные, которые в Zoom, например, преподают, они периодически говорят, вот ты ответь на вопрос. То есть внезапно они могут вас из толпы выбрать, и вы должны ответить на вопрос, который там, по информации, которую вам рассказали. Если вы будете знать о том, что в любой момент преподаватель вам может спросить, вы будете совершенно по-другому слушать лекции. То есть вы совершенно будете по-другому воспринимать информацию. Вы будете сидеть и сосредоточенно слушать, потому что вы понимаете, что вас в любой момент могут спросить. Еще один вариант, чтобы не спрашивать, бывает такое, что в том же Zoom есть какие-то опросы, то есть тоже в любой момент может быть пауза, и преподаватель такой, хлоп, вам маленький опросик. То есть там, скорее всего, он не на оценку, но опять-таки вы понимаете, что вам в какой-то момент придется отвечать на вопросы, и вы сосредоточенно слушаете информацию. То есть как только появляется хоть какой-нибудь интерактив, совершенно другими красками играет лекция, вы более активно все это слушаете, более активно запоминаете и так далее. В общем, запускаются совершенно другие процессы. И по поводу каких-то печатных материалов я заметила, что достаточно скупы на какие-то дополнительные источники, какие-то учебники, какие-то просто видосики посторонних людей, какие-то дополнения и так далее. То есть зачастую вот лекция, чуть-чуть информации и то, что там дает какую-то рабочую тетрадь преподаватель или еще что-то, но там всего очень мало, такая, знаете, выжимка выжимки, потому что зачастую, если вы действительно погружаетесь в информацию, вам хочется больше, то есть вам нужно немножко больше узнать о каких-то вещах, которые вы, возможно, не поняли, и зачастую, в нормальном образовании преподаватель дает вам какую-то дополнительную информацию по тому вопросу, который вас заинтересовал, то есть вы дальше в этом всем копаетесь, соответственно, зачастую мало лекций, нужно еще больше для того, чтобы полноценно погрузиться в материал, вам нужно с разных сторон посмотреть на нее, с разных точек зрения, вам нужно и почитать, и посмотреть, и обсудить, и так далее. Это дают дополнительные источники, помогают в этом деле, но я заметила, что скупы на это дело, скупы. И отдельной проблемой я хочу выделить отдельно отсутствие интерактива, отсутствие обратной связи, ответы на вопросы и так далее. Да, очень часто пишут о том, что у нас есть обратная связь, у нас там есть то, у нас есть все, но зачастую обратной связью является то, что вы на какие-то небольшие свои задания получаете краткий ответ. Без разбора, без каких-то подробностей, без ничего. Или когда вам там говорят, задавайте вопросы, мы на все ответим. Зачастую отвечают только на какие-то очень конкретные вопросы. А образование, если мы говорим об образовании, подразумевает, что после лекции у вас должно остаться очень много вопросов. Причем зачастую это какие-то открытые вопросы. То есть то, на что вам хочется порассуждать, вам интересно услышать мнение преподавателя. Возможно, он подскажет какую-то идею, или там, как ее развить, где найти ответ и так далее. То есть вот этот самый интерактив, это не вопрос-ответ такой простой, закрытый, знаете, когда там «да», «нет» из серии «у меня правильно получилось?» «Да». Это не обратная связь. Когда вы находитесь один на один с преподавателем, то есть вы можете обсудить свою работу, он может сказать о том, что я вижу по твоей работе, что ты плохо разобрался в материале, ты там оперируешь только фактами, никаких раздумий и так далее. То есть вот это нужно для того, чтобы полноценно погрузиться в материал. Я буду это часто повторять, потому что образование подразумевает критическое мышление, анализ, синтез, не только какие-то отдельные знания, факты и ответы
ответы на банальные вопросы по той теме, которую вы прошли. Нет, вам нужно глубоко проникать в материал, вам нужно по таксономии Блума на самые верхние как бы ступени ступить, тогда вы станете мастером своего дела, тогда вы станете профессионалом по-настоящему. Для этого нужно очень много общения, коммуникации, вопросов. Вам нужно много обратной связи получать на те задания, которые вы делаете. То есть не просто какую-то оценку, а если вам еще расскажут, что у вас было так, что не так, как можно расширить, дополнить, какие дополнительные материалы. Вот, это то, с чем можно дальше работать, а не просто получить какую-то там галочку, что вы выполнили это домашнее задание. И последние две проблемы я все-таки разделила на раздельные, потому что это немножечко разные вещи. И первое – это то, что очень мало отработки, особенно в тех профессиях, которые требуют этого, то есть какие-то, в которых мало теории и много-много практики, то есть когда вам нужно на практике все это увидеть. Да любая, на самом деле, профессия, наука, все что угодно, все нужно на практике. И это как бы делается за счет каких-то творческих заданий. То есть не тестов, да, тесты тоже хороши, они проверяют какие-то определенные знания, но это как дополнение, а не как основное задание. Основные задания должны быть какие-то такие, знаете, сложно сочиненные. То есть вам нужно применить максимально все эти знания, которые вы получили, получить обратную связь, исправить, снова сделать какое-то задание, опять получить какую-то ошибку, проблему и дальше с этим всем работать. То есть практическая часть должна занимать как минимум 50% от вашего обучения, а не просто в конце лекции пройти какой-то тестик на знание того, что вот вы прослушали в этой лекции. То есть если вот этой части нету, то вы, по сути, просто получаете какие-то знания, которые, скорее всего, у вас нигде не зацепятся. Потому что те знания, которые без практики, они просто остаются какими-то знаниями, которые достаточно быстро улетучиваются. Потому что наш мозг хорошо держит, запоминает то, чем мы постоянно пользуемся. А пользуемся мы на практике. Когда мы получаем знания, мы их используем на практике, для нашего мозга это сразу сигнал, что это что-то важное, это что-то нужное, это то, что мне позволяет выполнять какие-то мои определенные действия. То есть эти знания мне позволяют что-то делать, то, что приносит как бы пользу мне там, на работе, на учебе, в отношениях, неважно. Но зачастую ее вообще нету. Либо это настолько минимально, то есть особенно, повторюсь, в тех профессиях, которые нужны просто бесконечные часы практики, там дают какое-то одно крошечное задание, на которое практически не дают никакой обратной связи, о которой я постоянно говорю, потому что она очень важна, особенно на начальных этапах, когда студент сам не понимает, где он прав, где не прав, куда ему дальше идти, зачем ему туда идти и так далее, как с этим всем разобраться. Это очень важный момент обратной связи и в принципе практического применения. Если этого нету, то, повторюсь, вы получаете не образование, не профессию, вы получаете какие-то знания, которые, возможно, закрепятся у вас в голове. И последняя проблема, она как бы объединяет это все дело, то есть и обратную связь, и практическое применение, знания, вот все-все-все. Все дело в том, что когда вы хотите получить опять-таки, профессию, какое-то образование и так далее, у вас должна быть такая общая система. То есть вы должны понимать, что вы куда-то движетесь, вы что-то делаете, вы получаете какой-то результат и так далее. То есть когда у вас, например, нет никакого интерактива с преподавателем, у вас нет интерактива с вашими однокурсниками, вы не проводите никакие семинары, то есть у вас нету ни оттуда как бы никакого общения, ни туда у вас нет общения. Что я имею в виду? То есть, когда мы получаем знания, мы практически это все применяем, и не только должны получать обратную связь от преподавателя, вы должны обсуждать с ним, какие у вас проблемы, куда вам нужно двигаться, зачем и так далее. Это я уже обсудила ранее. Но и отдавать тоже нужно. Для этого помогают различные семинары, творческие задания, групповые работы, которые помогают вам не только там, самостоятельно копаться в этом материале, но и отдавать какую-то информацию, потому что когда мы думаем о том, что нам нужно об этом рассказать кому-то еще, мы по-другому воспринимаем информацию. Зачем нужны эти все бесконечные какие-то презентации, доклады, еще что-то? Для того, чтобы вы погрузились в материал, чтобы вы подготовились и рассказали другим людям так, чтобы они поняли. Это колоссальная работа, то есть это нужно не им, это нужно конкретно вам для того, чтобы вы разобрались в этом материале. И это зачастую отсутствует. То есть какие-то групповые работы, когда вы можете обсудить с другими
другими людьми, которые находятся в той же точке, что и вы, материал, чтобы вы могли задать им тоже вопросы, на которых, возможно, вы застопорились и не нашли ответа. Вот эта коммуникация, она очень важна, то есть вам нужно обмениваться этой информацией, вам нужно ее получать и отдавать, и применять, и, в общем, как-то ее видоизменять, расширять, дополнять. Это все отсутствует. Вот этого я вообще нигде не видела, то есть какой-то коммуникации такой большой, иногда там есть какие-то чатики где там в Телеграме, еще где-то, но этого мало. Это то, что заставляет вас выводить ваши знания на новый уровень. То есть не просто какие-то факты, а уже анализ, синтез, применение, вот это все-все-все. То есть высшие концепты вы уже изучаете в этот момент. То есть вы переводите свои знания в какой-то другой ранг. Это помогает вам, когда вы заканчиваете фактическое обучение, дальше идти спокойно, потому что вы понимаете, как это все применяется на практике. Вы знаете, что нужно делать. Вы знаете, что нужно делать, когда возникают проблемы, где искать ответы, что нужно как бы применить, какую можно сделать себе первую помощь и так далее. Это очень важный момент, особенно если вы профессию какую-то получаете, то есть вы понимаете, что после этого вы пойдете работать по этой профессии. А если вы сидели просто вот воспринимали какую-то информацию, лекции какие-то смотрели просто и все. Когда вы выйдете на реальный рынок, вы вообще ничего не будете понимать, что делать, зачем это все нужно, как это все вообще, без практики никак не получится. Получилось достаточно сумбурно, на самом деле, хотела очень структурировать, но у меня очень сильно честно, подгорает по поводу всего этого, потому что я пересмотрела очень много курсов, и я реально понимаю, что вот это выдается за реальное образование. То есть какие-то курсы, лекции или, наоборот, какие-то часовые лекции, которые собраны в какую-то там красивую упаковку, продаются за очень дорого, и как бы говорится вам о том, что это профессия, вы освоите профессию, вы получите образование. Но нет, и, это создает просто ощущение от онлайн-образования, что это что-то такое несерьезное, что это что-то такое, где вы ничего не понимаете, вы по факту ничего не получаете. И, в общем, какое-то очень неправильное. Потому что, повторюсь, у онлайн-образования есть свои законы, есть свои правила, по которым нужно действовать. Оно сложнее устроено, чем обычное образование, потому что все-таки, с глаза на глаз, когда вы с преподавателем, это проще. А тут нужно кучу барьеров ломать, строить какие-то новые стратегии, новые концепции, новые задания придумывать для того, чтобы получить эту самую обратную связь, общение и так далее. В общем, это сложно сочиненная такая структура, в которой никто, к сожалению, не хочет полноценно вникать и гробит вообще всю эту сферу. Вот, все мои хорошие, надеюсь, вам это поможет, вас это отрезвит перед покупкой какого-нибудь курса. Я надеюсь, я была вам полезна. Подписывайтесь, ставьте лайк и заходите на канал, там очень много чего интересного. Все, пока-пока.